Сложные и опасные газовые перекрестки Эрдогана в Сирии и в Армении. Происходят события, которые обнажают новые контуры политики Турции в отношении Сирии. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу сразу после свержения в Дамаске режима Башара Асада заявил о готовности его страны вести переговоры с Сирией по демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье. По его словам, такое соглашение будет способствовать усилению влияния двух стран в разведке энергетических ресурсов. По данным Геологической службы США, общая площадь бассейна Леванта на берегу Средиземного моря, который граничит с Египтом, Ливаном, Сирией, Палестиной, Турцией и Израилем, содержит 3450 миллиардов кубометров природного газа и 1,7 миллиарда баррелей нефти. Как полагает Уралоглу, вопрос доступа Турции к этим энергетическим ресурсам следует решить в первую очередь. Отметим, что это тот же Уралоглу, который недавно говорил о том, что в скорейшем порядке нужно открыть Зангезурский коридор. Говоря о Зангезурском коридоре, министр Уралоглу сказал: «Зангезурский коридор обеспечит альтернативный маршрут и пропускную способность. Наше нынешнее железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс имеет определенную пропускную способность. Линия Баку-Тбилиси-Карс – это линия, которая также обеспечивает связь с черноморскими портами через Грузию. Но грузы могут идти и напрямую. Мы исходим из того, что должна быть альтернатива. Есть линия, которая начинается из Карса и идет в Игдыр-Дилуджу, оттуда в Нахичевань. Это составляет 43 километра через Армению и 61 километр, если через Иран. Затем линия проходит из Азербайджана на Дальний Восток через Каспий. Работа над реализацией этого проекта начнется в ближайшие месяцы. В Нахичеване есть существующая железнодорожная линия, она будет ремонтирована. Эта линия обеспечит дополнительную пропускную способность за счет создания альтернативного маршрута. Министр добавил, что средний коридор в большей степени ориентирован на железные и автомобильные дороги. Речь идет о маршруте, по которому груз может быть доставлен из Китая в Лондон за 18 дней. Когда мы движемся на юг, преобладающим маршрутом в настоящее время является Суэцкий канал. По нему груз может быть доставлен в Лондон за 35 дней. Из-за напряженности в Красном море корабли добираются до Лондона за 45 дней, пройдя через мыс Доброй Надежды. Когда мы закончим строительство дороги развития, этот процесс сократится до 25 дней. В этом смысле средний коридор очень важен для развития всего региона, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, передает Анадолу. От себя добавлю, что у нас есть информация о планах Турции провести через Армению не только автомобильные и железные дороги, но и газо- и нефтепроводы из Туркменистана и Азербайджана. Кроме того, нашей команде поступила информация о возможном проекте прокладки интернет-кабелей через территорию Армении. На официальном уровне эти вопросы пока не поднимаются, но если до нас доходят такие слухи, значит, эти темы уже обсуждались. И даже если обсуждения с армянской стороной не велись, то внутри турецкого политического истеблишмента, скорее всего, они велись. Удивляет, что другие армянские аналитики обходят эти вопросы стороной, концентрируясь исключительно на обсуждении автодорог и железнодорожного сообщения. Как профессионал могу сказать, что Турция преследует один из двух вариантов. Либо Эрдоган действительно стремится наладить соседские отношения с Арменией, либо пытается с помощью мягкой силы захватить экономику Армении, превратив ее во вторую грузинскую Аджарию. Какой из этих вариантов реализуется, станет ясно после выборов в Армении в 2026 году. Отметим, что оба сценария возможны только в случае, если Пашинян снова станет премьер-министром. В противном случае остальные политические силы в Армении настроены крайне радикально по отношению к Турции и Азербайджану. Тот же Уралоглу позже заявил, что после прекращения с 1 января транзита российского газа в Европу, Турция готова внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы при помощи поставок природного газа из Катара через сирийскую и турецкую территории. Отметим, что Катар занимает 3-е место в мире по запасам природного газа и 6-е место по его добыче. Напомним, что возможность строительства газопровода Катар-Турция
обсуждалось с 2009 года. Его планировалось проложить через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. Однако реализация проекта, как заявляли в Анкаре, была отложена из-за противодействия прежних властей Сирии. С приходом новых властей в Дамаске Анкара решила актуализировать этот вопрос. Но проблема в том, что по оценкам многих экспертов, как стремление Турции подписать даже с временным сирийским правительством соглашение по демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье, так и начать продвижение проекта строительства газопровода из Катара в Европу, содержит серьезный конфликтогенный потенциал, что может сказаться в первую очередь в внутрисирийском урегулировании. Предлагаемое в нынешнем варианте новой Сирии разграничение морских полномочий в Восточном Средиземноморье, направленное на закрепление присутствия там Турции, во многом напоминает соглашение по демаркации морской границы между Турцией и Ливией, заключенное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с главой ливийского правительства примирения Фаизом Аль-Сарраджем в 2019 году. Это было сделано тогда, когда правительство Сараджа не имело международного признания, что вызвало недовольство и гнев других региональных сторон, которые сочли этот шаг угрозой для себя. В этой связи Афины и Никосия уже стали предпринимать упреждающие шаги в рамках ЕС, заявляя, что предлагаемое Анкарой соглашение с Дамаском является неприемлемым, и предупредили о его негативных последствиях для сохранения стабильности в Восточном Средиземноморье. Что касается Сирии, то турецкое издание «Етим» считает, что Сирия выиграла бы от стабильного доступа к европейским рынкам. Но необходимым условием для достижения этого является создание обстановки прочной стабильности и мира в Сирии, до чего еще очень далеко. Что касается разговоров о строительстве катарского газопровода, то, по мнению издания «Нунпост», идея строительства на территории исторически кипящего котла тоже не сулит ничего хорошего. Это не просто 1500-километровый газопровод стоимостью более 10 миллиардов долларов. Он способен перекроить альянсы и повлиять на баланс сил в регионе. Поэтому проект столкнется с жесткой конкуренцией со стороны уже существующих и пока еще планируемых газопроводов. Иран рассматривает трубопровод Катар-Турция как прямую угрозу своим энергетическим амбициям. С другой стороны, нельзя игнорировать проблемы, мешающие Сирии продвинуться вперед в реализации этого амбициозного плана, включая потребности в постконфликтной реконструкции, восстановлении инфраструктуры и разрешении внутренних и внешних конфликтов, которые продолжают терзать страну и после Асада. Поэтому эти проблемы делают переговоры по строительству газопровода Катар-Европа сложными и сопряженными с риском. Тем более, что Турция стремится к усилению своего геополитического влияния на Ближнем Востоке, в Закавказье и в ЕС, что далеко не всех устраивает. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.